Всем привет и добро пожаловать на мой канал CryptoLady, где я делюсь с вами обзорами самых интересных, на мой взгляд, блокчейн-проектами, с одним из которых, собственно говоря, я вас сейчас с удовольствием и познакомлю. Называется же сам проект, как вы уже возможно заметили, MetaVisa, главная цель которого строится на помощи пользователям не просто создавать, но и отображать надежным образом все идентификационные и кредитные записи в децентрализованной сети. То есть MetaVisa анализирует все существующие о пользователе данные в блокчейн-сети, а также упрощает DeFi, NFT, GameFi, DAO и другие децентрализованные приложения для лучшего обслуживания своих пользователей с помощью своей кредитной системы, что в свою очередь, согласитесь, уже звучит очень интересно. Для тех же, кто не понял, что здесь происходит, немного поясню. Я думаю, многие уже заметили, что с переходом на Web 3.0 и с появлением все тех же метавселенных, пользователи все чаще стали сталкиваться с тем, что им постоянно необходима личная идентификация, в результате чего вроде бы и появились децентрализованные идентификаторы, которые позволяют проверять децентрализованную цифровую идентичность пользователя, основанную на парадигме самоуверенной идентичности. Но помимо этих данных, многим системам для анализа и полной оценки ваших данных необходима не только ваша идентификация в сети, но и много другой информации для объективной кредитной оценки, защиты информационных данных и доступа к источникам кредитной информации в цепочке, какие в свою очередь не только будут, но и уже имеют фундаментальное значение для продвижения и реализации всего пространства Web 3.0 и метавселенной. И как вы уже поняли, именно этим и планирует заняться MetaVisa, то есть сбором данных для составления кредитного рейтинга. А помогать ей в этом будет специально разработанный протокол, который будет использовать на основе блокчейна облачные вычисления и технологии машинного обучения, а еще различные модели алгоритмов, комплексную обработку и оценку данных о пользователе в абсолютно разных измерениях. То есть будут учитываться его данные как по уровню адресной активности, активы и портфели, его предпочтения и поведение, корреляция адресов и много чего другого, чтобы естественным образом сформировать о пользователе максимально точную кредитную историю. При этом MetaVisa включает в себя еще и систему кредитных баллов, которыми будут награждаться пользователи на основе их кредитного рейтинга, в результате чего пользователи с более высоким рейтингом будут вознаграждаться так называемыми значками высокого ранга и впоследствии смогут иметь некие привилегии в самых разных службах и различных dApps. Более того, каждый такой знак почета, отождествляющий собой кредитный рейтинг того или иного адреса, будет представлен в виде эксклюзивного NFT, какой в свою очередь будет также принадлежать тому же адресу. А это, как по мне, уже звучит весьма оригинально. При этом, как вы уже возможно заметили, сценариев использования данного рейтинга очень много, поэтому использовать их вы сможете даже в GameFi, в Metaverse, для достижения какого-то особого распределения вознаграждений, кредитных транзакций, связанных с активами GameFi. Плюс другие платформы децентрализованного кредитования также легко могут сочетаться с кредитной системой MetaVisa, чтобы улучшать качество своих предоставляемых услуг. То же самое касается и DAO, CRM и прочих разработчиков, какие могут использовать кредитную систему MetaVisa и быстро отсеивать доверенных пользователей для своих каких-то целей. Но пока все это только в процессе, и запуск ожидается уже совсем скоро. А пока, дорогие друзья, MetaVisa готов продемонстрировать всем нам свой другой, но уже готовый продукт, а именно MetaVisa NFT под названием MetaVisa Hero, где вас ждет 10 различных ролей с соответствующими атрибутами в NFT. При этом между ними нет разницы в ранге или же статусе, но все же каждый символ будет впоследствии показывать чуть больше характеристик по мере развития адреса. Что это значит? Это значит, что в отличие от большинства существующих на рынке NFT проектов, использующих генерацию кода, MetaVisa Hero разработан людьми, где каждый отдельный MetaVisa Hero имеет уникальную комбинацию адреса, чеканки и отметки времени, плюс хранит в себе другую кодовую информацию из цепочки, узнать о которой более подробно вы сможете уже и самостоятельно из доступной статьи, опубликованной MetaVisa в их Medium-канале. Более того, для получения вашего такого MetaVisa Hero не нужно никаких затрат, то есть вам достаточно оплатить лишь только комиссию за его чеканку. При этом, как видите, комиссия выплачивается в эфирах, и как уже возможно заметили, то данная коллекция уже доступна на OpenSea. Так что, дорогие друзья, не теряйте время зря, а скорее приобретайте себе такого MetaVisa Hero, потому что количество таких героев ограничено всего лишь 10 тысячами,
таких специальных NFT, что делает их еще более уникальными и востребованными. Ведь если немного подытожить, то MetaVisa Hero – это своего рода ID-карта в экосистеме MetaVisa, которая записывает вашу информацию о времени и прочих атрибутах личности, плюс содержит в себе еще и кредитную информацию в цепочке, которую впоследствии вы легко сможете использовать различными приложениями в экосистеме MetaVisa, что, согласитесь, на самом деле выглядит очень перспективно. Да чего уж там, так считаю не только я, но и многие инвесторы, которые поддержали протокол MetaVisa в частном раунде финансирования на сумму в $5 миллионов США, а это, как по мне, уже немало. В любом случае, начиная уже со следующего года, MetaVisa продемонстрирует нам еще больше своих достижений, если будут планомерно двигаться по своей дорожной карте. Поэтому, дорогие друзья, чтобы узнать еще больше исчерпывающей информации о MetaVisa, приглашаю вас посетить их официальный сайт, прочитать white paper и присоединиться ко всем официальным социальным ресурсам проекта, где вы без сомнений узнаете для себя еще и все самые последние новости и обновления MetaVisa, которых, как я уже сказала, в ближайшем будущем будет еще очень много. А пока ставьте лайк и пишите в комментариях о том, как вам концепция MetaVisa, понравилась ли их NFT-коллекция, да и вообще, что думаете по поводу кредитного рейтинга. В любом случае, жду все ваши мысли относительно MetaVisa в комментариях. А пока благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до своего следующего выпуска. Отличного всем дня и пока-пока!